Друзья, привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Машика. В этом видео хочу поделиться рецептом универсального теста для булочек. Из этого теста можно приготовить как сладкие, так и не сладкие булочки, а также булочки для гамбургеров или даже халу. Тесто невероятно хорошее, очень нежное, но готовить его совершенно просто, справится абсолютно каждый. Начинаем! Рецепт я нашла в книге известного американского пекаря Джеффри Хаммельмана, которую вы видите на экране, ну а подробный список ингредиентов, как всегда, вы найдете в описании под видео. В чашу миксера насыпаю 500 грамм пшеничной муки, можно взять высший сорт или общего назначения, 3 столовых ложки сухого молока, 2 столовых ложки сахара, а также 2 чайных ложки соли, 8 грамм сухих растворимых дрожжей, 230 мл теплой воды, 1 яйцо комнатной температуры и 40 грамм растопленного сливочного масла, теплого, не горячего. Тесто я буду замешивать с помощью миксера, но в таком же порядке можно сделать и руками, только это займет больше времени. Если вы замешиваете миксером, сначала мы замешиваем на скорости 1 из 10 возможных примерно 3 минуты. Ингредиенты должны собраться вместе. Если вы замешиваете руками, это занимает 6-7 минут. Если вы используете свежепрессованные дрожжи, понадобится 24 грамма. Дрожжи прессованные, так же как и крупный сахар, обязательно нужно растворить в воде и только тогда замешивать тесто. Прошло 3 минуты, скорость увеличиваю до 2 из 10 возможных и продолжаю замес примерно еще 5-6 минут. Если руками, примерно 10-15 минут, все зависит от скорости ваших рук. Вот такое вот тесто, друзья, у меня получилось. Оно слегка липковатое, не волнуйтесь, так и должно быть. Липкость потом уйдет после ферментации. Теперь мне понадобится большая миска, которую сбрызгиваю маслом спреем, а также и руки, чтобы тесто не липло к моим рукам во время работы. Из теста необходимо сделать шар, подгибая концы вниз. Для этого мне понадобится примерно 15-20 секунд. Затем тесто необходимо положить в миску и оставить для ферментации в теплом месте примерно на 1 час. Но помните о том, что все зависит от ваших дрожжей. Поэтому ориентируйтесь по тесту, оно должно увеличиться хотя бы в 2 раза. Миску накрою чистой шапочкой для душа, либо можно пищевой пленкой, либо кухонным чистым полотенцем. Для булочек мне понадобится форма, размер формы 30 на 22 сантиметра. Вы можете взять любую другую форму, не обязательно такого размера, как у меня. Сбрызгиваю ее маслом спреем и пока отложу в сторону. Мое тесто ферментировалось 1 час 20 минут. Снимаю шапочку для душа, руки сбрызгиваю маслом спреем на всякий случай, чтобы тесто не липло к рукам. И несколько раз ладонью нажимаю на тесто, чтобы вышел углекислый газ. Затем тесто переложу на рабочую поверхность той стороной, которая была к дну миски, то есть масляной стороной. Рабочую поверхность я ничем не присыпала. Тесто слегка обминаю пальцами и разрежу на 12 ровных частей. Я хочу сделать 12 достаточно таких крупных булочек для бутербродов. Вы можете разделать и на меньшее количество частей, и на большее количество частей, в зависимости, сколько булочек и какого размера вы хотите. Формовать такие булочки очень просто. Сначала каждый кусочек слегка обминаю пальцами, затем все концы собираю к центру, защипну хорошо и прокатаю на рабочей поверхности. Вот и вся наука. Очень легко и просто, совершенно несложно. Я думаю, вы справитесь, даже если вы готовите эти булочки впервые. Если вы начинающая хозяюшка или хозяюшка с таким небольшим опытом, то я вам советую все заготовки во время работы накрыть пищевой пленкой, чтобы тесто у вас не заветрилось и не покрылось корочкой, пока вы будете работать с ним.
Итак, булочки накрываю пищевой пленкой, которую я смазала растительным маслом, масляной стороной к булочкам и оставлю в теплом месте на 40 минут. Возможно, для ваших дрожжей вам понадобится всего 20 минут или 30 минут. Булочки должны в 1,5 раза увеличиться в размере, вот примерно вот так. Духовка у меня уже нагрета до 200 градусов по Цельсию. Булочки необходимо смазать растопленным сливочным маслом. Масло должно быть теплым, не горячим. После этого булочки необходимо отправить в духовку и выпекать при температуре 200 градусов по Цельсию или 400 градусов по Фаренгейту примерно 15-18 минут. Мои булочки готовы. Так как булочки смазывались маслом, естественно, они быстро схватываются и темнеют, поэтому я прикрыла их фольгой на последние 5 минут. И сразу же горячие булочки прямо в форме я смазываю оставшимся растопленным сливочным маслом. Булочки необходимо остудить, я буду это делать прямо в форме, но форму положу на решетку, чтобы была циркуляция воздуха и чтобы они не становились внизу мокрыми, влажными. Даем им полностью остыть. Мои булочки остыли, кто-то уже одну булочку успел ухватить и съесть, поэтому прошу простить меня за исчезновение одной булочки. Ну и теперь я вам покажу, какие они внутри. Посмотрите, друзья, невероятно нежные, очень-очень мягкие. Я в полном восторге. Я думаю, вы будете тоже, если приготовите точно все так же, как я показывала. Посмотрите, друзья, какая красота. Обязательно готовьте, не пожалеете. Друзья, если понравилось видео, поддержите меня лайком, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, подписывайтесь на мой новый украинский канал украинской кухни, ссылочку оставлю под видео. Ну а я желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и будьте здоровы. Берегите себя и своих близких. До новых видео, всем пока!